Приветствую, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. И сегодня у нас в видео пойдет речь о вентиляции. Вентиляцию буду делать своими руками в ванной и туалете. Ну, скорее, больше даже сказать, в туалет вентиляцию прокладывать. Потому что в ванной есть вентиляционная шахта. Использовать для этого буду прямоугольную трубу, профиль. Он у нас размером идет 110 на 55. А крепить все это дело буду вот на обычные подвесы. Они намного дешевле выходят. Их можно согнуть под любым углом, размером, как вам надо. Вот. И также в конце выпуска покажу, как мы с супругой чудесно сделали канализацию по квартире. Снять это, к сожалению, не получилось, так что покажу уже готовый результат. А сейчас вот начинаем делать вентиляцию. Погнали! Я произвел разметку того, как будет идти вентиляционная короба. Сейчас буду сверлить отверстия под крепление коробов. Еще монтируем первую часть короба нашего. Вот так это у нас все получилось. Здесь все, в принципе, аккуратно, ничего сложного. 4 подвеса, один уголок под 90 градусов и прямая труба. Все. Здесь уже будет отдельный вентилятор для ванны ниже вставляться. В туалете у нас все немножко интереснее получилось. Вот такая вот конструкция. Хотелось бы поставить сюда вентилятор все-таки, чтобы была возможность включать принудительную вентиляцию. Но, честно говоря, мне вот уже визуально кажется, что не получится вентилятор ставить, будет обычная только притяжная вентиляция, приточная или как она правильно, естественная. Потому что короб здесь я хочу делать 30 сантиметров, а это как раз таки где-то вот здесь заканчивается. Поэтому, скорее всего, придется без вентилятора делать. Конструкция вот такая интересная получилась. Вниз сюда опустил, потому что будет короб и натяжной потолок. И чтобы натяжной потолок не билось. Но если не получится с вентилятором, то, возможно, можно вообще под самым верхом будет сделать, прям перед натяжным потолком. Так, друзья, и как обещал, в начале видео покажу вам, что у нас получилось с канализацией. Давайте посмотрим. У меня была большая проблема, так как канализационные стояки старые, они 108-е в принципе найти. 108-е трубы очень тяжело у нас в городе. Поэтому, слава богу, в Леруа Мерлен был переход со 110-й трубы на 108-ю. Его я посадил на силикон, потому что старая резинка здесь уплотнительная, она вообще никакая была. Хорошенько засиликонила, теперь здесь вот надежные соединения. Далее у меня небольшой вот тут участок трубы есть, потому что подгонял, чтобы вывод под туалет был максимально посередине туалетной комнаты. Далее у нас идет эксцентрик, так сказать.
с переходом на 50-ю трубу. Здесь двумя уголками под 45 градусов мы максимально приблизили к стене и сделали вывод уже дальше на ванную. Уже немножко все заштукатурили, чтобы красиво все было и дырок не было. Давайте пройдем дальше. Кстати, канализацию достаточно быстро с женой собрали, примерно чуть меньше, чем за день. Тут у нас вот такая вот система, достаточно простая. Здесь у нас вот расширение прям к стене максимально от уголка. И вот у нас идет, пошел выход у нас на ванную. Сначала взял обычный уголок под 90 градусов, потом немножко посмотрев, почитав, лучше использовать под 45 косой уголок, так лучше будет слив происходить. И здесь у нас идет на раковину и на стиральную машинку. В принципе, здесь уже буду делать так, как удобно. У меня еще остались уголки под 45 градусов, может под 90 сделаю, может так оставлю. В принципе, нормальный вариант. Здесь у нас идет полностью цельная труба, без всяких мух, без ничего, на кухню. И на кухне вот такой вот у нас результат. То же самое. Уголок под 45 градусов и тройник под 45. На посудомойку будет и на раковину. Пока вот у нас импровизированный здесь кран. Такой вот. Для воды. Потому что, как раньше, уже в туалете нет возможности набирать, там все закручено. Капитально сделано. В ванной тоже ставить не стал, потому что в скором будущем у нас будет установка ванны происходить и укладка плитки. Поэтому пока что все будем набирать на кухне. Здесь тоже огромное отверстие. В предыдущих видео вы могли видеть. Все вот штукатуркой заложили. Идеально не стали добиваться результата, потому что все равно этот угол будет закрыт. Так, чтобы не сквозило. Ну а сейчас вот последний у меня будет такой этапчик с трубами. Хочу сделать шумоизоляцию канализационного стояка и закрыть вот эту трубу водяную, тоже теплоизоляцией, потому что стояковая, когда обошьется все гипсокартоном, боюсь, будет потеть. И чтобы не потело, теплоизоляцию на нее одену. Ну и также сейчас поступим с канализационным стояком. Использовать для всего этого дела мы будем вот такую штуку, теплоизоляция для 110 трубы. Я прекрасно понимаю, что лучше можно было там битумной, автомобильной шумоизоляцией заделать, чтобы максимальную вибрацию убрать. Это все лучше. Можно было и теплоизоляцию толще. Но, в принципе, у нас дом пятиэтажный. Мы живем на 4-м этаже, над нами только одни соседи. Поэтому шума не так уж и много. Я думаю, вот этой толщины, вот этого утеплителя должно хватить для нормальной шумоизоляции. И плюсом еще все будет обшито коробом гипсокартоновым. И я думаю, шума практически не будет. Так что сейчас будем приступать. Ну что ж, друзья, вот такой вот
Небольшой этап, но очень важный ремонт подходит к концу. Всем спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии под видео, ставьте свои лайки. Это нас мотивирует на выпуск новых роликов, мотивирует на продолжение ремонта. Спасибо большое за просмотр еще раз и до новых встреч. Пока-пока.